С вами юрист Валерий Табаков. Мы с вами обсуждаем судебный процесс по обвинению Вячеслава Зинченко в убийстве Ирины Фарион. Сегодняшнее видео о показаниях свидетелей. Свидетелей убийства. Свидетелей двое. Первый по фамилии Дума – это мужчина. Второй свидетель – это женщина по фамилии Бабюк. Я видел следственный эксперимент, который воспроизводит те действия, которые, возможно, происходили в момент совершения преступления. То есть 19 июля 2024 года. В материалах дела, вернее, в материалах ЕРДР, которые на сегодня еще не переданы в суд, находятся две схемы. Первая схема показывает место, где находился человек в панамке и очках, то есть на лавке, где его увидела свидетель Бабюк. Потом, где сама Бабюк находилась в момент, когда она услышала звук, похожий на звук выстрела. Потом место, где Бабюк видела Фарион, которая ожидала такси. И место, где Бабюк увидела уже лежащее тело Фарион после совершения преступления. И затем место, где Бабюк увидела убегающего человека в панамке и очках после того, как было совершено преступление. Свидетель Дума тоже показал, где он находился в момент, когда он услышал звук, похожий на звук выстрела. Где находилась Фарион, которая ожидала такси. Где затем свидетель Дума увидел лежащее тело Фарион. И где свидетель Дума увидел человека в панамке и очках, убегающего после того, как было совершено преступление. Ну, приблизительно оба свидетеля сходятся на том, что убегающий человек в панамке и очках находился в тот момент, когда его увидели Бабюк и Дума, за 7 метров 20 сантиметров от места, где лежало тело Фарион. Теоретически, конечно, можно согласиться с тем, что после того, как свидетели услышали звук выстрела, они среагировали на происходящее с задержкой. Задержкой приблизительно в 1 секунду. Это приблизительно время, за которое мы говорим 22. За это время Бабюк повернулась и посмотрела в сторону звука, похожего на звук выстрела, и увидела убегающего человека в панамке и очках. За это же время Дума тоже вынырнул из-под открытого багажника и тоже увидел убегающего человека в панамке и очках. В протоколе следственного эксперимента еще отмечено место, где наиболее вероятно, там так и написано в протоколе, наиболее вероятно находился человек в панамке и очках в тот момент, когда свидетели услышали звук выстрела. Дума показал, что звук выстрела он слышал со стороны, где было обнаружено лежащее тело Фарион. То же самое подтвердила и свидетель Бабюк. Нужно сказать, что примерно за 1 секунду теоретически человек, бегущий со скоростью 20 км в час,
может преодолеть расстояние в 7 метров. То есть теоретически человек в панамке и очках мог подойти к Фарион, сделать выстрел и за 1 секунду пробежать 7 метров 20 сантиметров, и в этот момент его увидели оба свидетеля. Но, так сказать, чистоты ради, презумпции невиновности, закрепленной статьей 62 Конституции Украины и статьей 17 Уголовно-процессуального кодекса Украины, нужно обратить внимание на то, что любые сомнения относительно доказанности вины обвиняемого трактуются в пользу обвиняемого. А такие сомнения есть. И они прямо записаны в протоколе. То есть это сомнение звучит так. Наиболее вероятное местонахождение человека в панамке и очках. Что это значит? Это значит, что это место точно не установлено, а является, так сказать, наиболее вероятным, то есть сомнительным. И вот наличие этих вот сомнений прокурор должен понимать и принимать то, что их наличие позволяет трактовать предположения, которые установлены с определенной долей вероятности в пользу обвиняемого. Тут без обид. Все эти сомнения следует трактовать в пользу обвиняемого. То есть, если прокурор предполагает, что человек в панамке и очках – это Зинченко, что тоже сомнительно, скажем так, то вот это сомнение, которое зафиксировано, тоже следует трактовать в пользу обвиняемого. В протоколе, еще раз повторю, записано, что человек в панамке и очках наиболее вероятно находился в каком-то месте. То есть в месте рядом с обнаруженным телом убитой. Но наиболее вероятно это значит не точно. Поэтому, поскольку есть сомнения, то это значит, что человек в панамке и очках мог и не находиться там рядом с убитой. И вот это его ненахождение там, возле Фарион, оно действительно должно быть расценено в пользу обвиняемого, то есть в пользу Зинченко. Значит, исходя из смысла презумпции невиновности, обвиняемый Зинченко не находился в момент, когда свидетели услышали звук выстрела Фарион. То есть Зинченко там, возле Фарион, в момент, когда прозвучал выстрел, не было. То есть он, конечно, мог бы быть там, но поскольку у нас действует в стране презумпция невиновности, мы утверждаем и трактуем это так, что человека в панамке и очках возле тела убитой не было. То есть его увидели за 7 метров от тела убитой. Был ли он в месте, где было обнаружено тело Фарион,
или его там не было, это уже мало интересует Фемиду, то есть суд. Поэтому мы трактуем так, что его там, этого человека в панамке и очках, рядом с телом Фарион не было. И это записано в протоколах в виде формулировки «вероятно». Такие же казусы и с портретной экспертизой. Такой же казус и с адерологической экспертизой. Там, правда, 99,9996 десятитысячных процента это вероятность, с которой запах, взятый с лавки, совпадает с запахом крови Зинченко. Но вот эти вот 4 десятитысячных процента, которые не достают до 100%, они тоже должны, исходя из презумпции невиновности, быть истолкованы судом в пользу обвиняемого. То есть 4 десятитысячных процента того, что запах, взятый с лавки, не совпадает с запахом Зинченко. Мы на основании статьи 62 Конституции Украины и статьи 17 Уголовно-процессуального кодекса Украины трактуем так, что запах не может считаться судом, принадлежащим Зинченко. Точно то же и с портретной экспертизой. Там, правда, эксперт непонятно, почему сделал вывод, что Зинченко и человек в панамке и очках, зафиксированы на фотографии, это одно и то же лицо. С какой степенью вероятность сделан такой вывод, тоже пока неизвестно. Но нужно сказать, что со 100% вероятностью такой вывод сделан быть не может. Поэтому, опять же, исходя из презумпции невиновности, считать, что Зинченко и человек в панамке и очках это одно и то же лицо, тоже нельзя. Поскольку есть какая-то доля вероятности, что это не одно и то же лицо, поэтому эта доля вероятности, исходя из норм Конституции и Уголовно-процессуального кодекса, трактуется в пользу обвиняемого, то есть в пользу Зинченко. Значит, вот та доля вероятности, с которой человек в панамке и очках и Зинченко это не одно и то же лицо, трактуется нами в пользу обвиняемого Зинченко. И мы утверждаем, что законно считать, что Зинченко и человек в панамке и очках это не одно и то же лицо. Ну вот, таковы мои выводы, исходя из ситуации со следственным экспериментом и показаниями свидетелей. И еще, я заметил, что вот эти оба свидетеля, они как-то странновато ходят по территории, где проходит следственный эксперимент. Оба свидетеля во время проведения следственного эксперимента держат руки за спиной. С точки зрения психологии, человек, который держит руки за спиной, он что-то скрывает. Ну, а попросту говорит неправду. Для того, чтобы скрыть правду, он инстинктивно держит свои руки за спиной. Что и демонстрируют оба свидетеля во время следственного эксперимента. Вот такие вот выводы, друзья. Итак, значит, место нахождения человека в панамке и очках возле Фарион сомнительно. И поэтому мы утверждаем, что человек в панамке и очках не находился возле места, где обнаружено тело Фарион в момент выстрела. То же самое трактуется нами и в отношении
адерологической экспертизы. 0,4% равно 100% в пользу Зинченко. И то же самое в отношении портретоведческой экспертизы, что человек в панамке и очках и Зинченко – это не одно и то же лицо. Мы это тоже трактуем в пользу Зинченко. Итак, никаких доказательств того, что Зинченко совершил убийство Ирины Фарион, у стороны обвинения нет. Спасибо, друзья, за внимание. С вами был юрист Валерий Табаков. Всем привет!